Я бросил себе вызов, и теперь я здесь. И тот достал нож. Возможен риск смерти. Я люблю тебя. То есть мозг тоже выносит? Мы не встречались ни разу, общались онлайн и поженились. Знакомьтесь, это Алекс и Джин, еще одна русско-филиппинская семейная пара. Сегодня они расскажут вам свою историю, я надеюсь, она вам понравится. Саш, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе и чем ты занимался до приезда на Филиппины. Мне 39 лет, в России я жил в городе Ижевск, Удмуртская республика, и занимался по большей части тем, что продвигал сайты в интернете. То есть я работал интернет-маркетологом. Работал на себя, работал на различные компании, был как фрилансер. И какое-то время начал увлекаться видеосъемкой. И потом открыл небольшую фирму. Ну как открыл, это просто ИП по сути. И у меня было в группе несколько парней, там человек 5. В 2014-2015 году я начал снимать видео для бизнеса. То есть реклама, различные ролики, видеоконтент. Получилось мне сколотить команду, и сейчас она здесь. Здесь я работаю удаленно, продвижением сайта занимаюсь, ищу клиентов, а ребята там непосредственно снимают видео. Вот, собственно говоря, это моя деятельность в основном. Также у меня есть несколько обучающих курсов, которые вот сейчас готовятся, буду записывать видеоуроки скоро и буду публиковать. То есть вот это мой доход, вот это моя деятельность в принципе. То есть переезд в другую страну, переезд на Филиппины никак не отразился на твоей работе? Как работал, так и продолжаешь работать, правильно? Он отразился только в той части, что дохода, конечно, стало меньше, потому что или я мог сам участвовать в съемках и работать как оператор и режиссер, например, и получать двойную зарплату, или все-таки я здесь только как сценарист и режиссер удаленный. То есть я, конечно, потерял в доходе, ну и плюс некоторые события тоже повлияли на деятельность, потому что предприниматели начали заказывать чуть меньше рекламы, стали более осторожнее, экономнее и так далее. А у тебя в России были серьезные отношения? Да, у меня были серьезные отношения, но мы не были женаты, мы просто жили вместе долгое время, порядка 5 лет. Они разрушились, эти отношения, то есть союз был такой, держался на энтузиазме, грубо говоря. Потому что мы были разные характеры. И было, честно говоря, иногда так тяжело, и мы каждый раз ссорились, расставались, соединялись, но как-то вот так. И в один прекрасный момент надо было поставить точку. Но детей у вас нет? Нет, детей нету, ничего такого нету. По сути, я сюда приехал именно за женой. Вернее, не сюда приехал, а познакомился с Джин ранее гораздо. Но с намерением, да, завести семью, ребенка. Скажи, а на Филиппины ты приехал, потому что познакомился с Джин, или ты планировал переезд в другую страну? Почему ты выбрал Филиппины? Ты уже, когда выбрал Филиппины, ты уже был знаком с Джин? История была такая, что изначально я выбирал Индию для переезда. Но для переезда постепенного, то есть хотя бы на 3 месяца сначала, потом на полгода, потом, может быть, на год. Я не планировал жить в Индии на постоянку, потому что, там, по большому счету, делать нечего. Там, тусовки меня не интересуют, а быть одному, жить просто в каком-то домике, чилить на пляже тоже неинтересно. И я решил подумать, а какие есть альтернативы, и такие же по цене примерно, да, по цене жизни, такие же по возможностям. Я начал искать, посмотрел и увидел Филиппины. Я начал интересоваться этой темой, посмотрел много-много всяких блогеров на эту тему, и в одном из блогов был один совет. Прежде чем лететь на Филиппины, попробуйте завести там друзей по удаленке, просто познакомиться с кем-то. Это будет проще, когда вы туда прилетите, вас может кто-то встретить, показать более лучшие места, у вас меньше шансов, что кто-то обманет и так далее, заведет не туда. Вот такие были советы. Я подумал, почему бы и нет. Если я собираюсь делать семью, создавать вот это свое уже пространство, почему бы мне не познакомиться с девушкой, я решил. И пошел на сайт онлайн-знакомств, там познакомился с Джин, соответственно. Я познакомился со многими девушками, но Джин выбрал так, как как-то был контакт, была какая-то связь. И я ей прямо сказал, давай дружить, просто дружить. Я, возможно, на Филиппины приеду через месяц. Это был февраль 2020 года, тогда еще была возможность приехать. Я сказал, что я приеду, я собираю деньги и поеду на Негрос конкретно. Можем ли мы с тобой сейчас подружиться по переписке, а потом встретиться вживую? И, возможно, это приведет нас к чему-то более серьезному, да, типа отношений.
Она сказала, да, без проблем. Мы начали общаться как друзья, и потом вот уже я решил, что да, я поеду не на Филиппины жить, а я поеду к ней. И вот здесь вот ключевое решение было уже принято мной. Мы 5 февраля познакомились. Месяц мы просто понимали, кто, что, откуда, куда, зачем, почему. Наступил март, вот там были праздники, вся вот эта фигня. И я думаю, что ну вот где-то вот в апреле я поеду. И в конце марта закрываются границы, в апреле закрываются Филиппины. То есть ты не смог приехать в то время, когда ты планировал? Да, то есть поездка отложилась на неопределенный срок, потому что мы не знали, сколько это продлится, какова будет ситуация и так далее. А ты вообще до Филиппин, у тебя был опыт проживания в другой стране какой-то долгий? Не туристическая поездка, а именно зимовка, может быть, несколько месяцев? Это первый мой опыт жизни за границей и первый мой опыт длительного путешествия, потому что я из России вообще никуда практически не выезжал. Все мое путешествие было ограничено СНГ, там вот Абхазию, мы как-то ездили в Сочи, но это не считается вообще за границей, так ведь? Это даже можно, несерьезный такой туризм, можно так сказать. И вот это проживание, вот эта длительная переездка, вообще переезд, вот это все, это было очень стрессово. Сразу так далеко и сразу так мощно. Ну, то есть я бросил себе вызов, и вот теперь я здесь. Привет, Джин. Скажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет и откуда ты? Hi, so yes, I live in Cabangcalan City. It's like in the middle of Negros Island. I'm 32 years old. I work as an Amazon virtual assistant. Previously, my first job was a swimming teacher. Then I worked as a call center agent. And then after that, I became an English teacher to Japanese businessmen. Какое у тебя образование и где ты училась? So I finished Bachelor of Science in Applied Statistics. I studied the university for 5 years actually, because I studied education, or I wanted to become a teacher, but I changed. But then after I graduated from statistics, I took education again. So I am a licensed teacher. Where did you study? I studied in Cabangcalan City. And all your life you lived in Cabangcalan City? No. After I graduated at the university, I went to Manila. I lived there for more than 8 years. Расскажи, пожалуйста, были у тебя долгие серьезные отношения до Алекса? I am introvert. It means I don't really get along well with men romantically. I know, I'm introvert also. Yeah, so romantically, no, I don't easily get attached to men, but most of my relationships are long distance, so I don't have much experience. I thought I would not find a love from long distance, but I still believe in it, that's why. Скажи, пожалуйста, ты упомянул, что ты смотрел разных блогеров, готовился к переезду, изучал Филиппины как страну, а вот когда ты уже сюда приехал, твои ожидания не оправдались? Что вот бросилось в глаза и что оказалось не таким, как ты себе представлял? Я всегда пытался создать правильное впечатление, то есть не завышенное, не заниженное, и они, в принципе, где-то, наверное, так и получилось, в общем. Как я представлял, так и получилось. Первые впечатления были такие, что здесь все какое-то замедленное, что ли, как будто бы в такой нуге находится, и оно такое тянется, хотя вроде бы все подвижное, все активное, здесь какие-то все праздники, какие-то экшены, люди все поют, бегают, ходят, суетятся, особенно даже вот в городах, да, смотришь на улице, и такой поток, что не скажешь, что здесь жизнь медленно идет, но тем не менее ощущения такие, что вот ты должен что-то сделать, и вроде бы это должно произойти завтра или, может быть, через неделю, и потом бац, и уже 1,5 месяца прошло. Ну вот у меня точно такое же есть ощущение, но не то, что здесь время идет медленнее, время идет так же, здесь мы становимся медленнее. Да. То есть у тебя нет такого, что ты там раз проснулся, что-то поделал, что-то там походил, и раз уже обед. Там что-то раз пообедал, что-то поделал, раз уже вечер. Что касается меня, я здесь делаю гораздо меньше вещей там, за один день, чем я бы делал в России. То есть моя там, производительность там, сократилась в 2 раза. У тебя есть такое ощущение? Да, абсолютно верно. Моя производительность сократилась в 2, может даже больше раз. Во-первых, у нас свой график, так как Джин работает по американскому времени, это выпадает ровно на ночь. И мы часов до 3, до 4 сидим, вот работаем. Потом, соответственно, нам надо отоспаться. Это происходит где-то до часу, может быть, иногда до 12 дня. А потом ты встаешь, и у тебя до сумерек
буквально 5 часов получается. Сумерки наступают, и ты уже не хочешь чем-то заниматься, да и иногда вот если ты за компьютером работаешь, как-то начинаешь уставать, плюс жара, плюс влажность, все вот это такое ощущение создает, что ты много-много работал уже сегодня, а делал вот столько. Ты упомянул, что из-за коронавируса твоя поездка на Филиппины к Джин отложилась, получается, на сколько? На 1,5 года? На 2 года. И все это время вы общались, правильно? Расскажи, как вы общались? То есть это было общение каждый день, то есть вы поддерживали общение. Вообще расскажи про отношения на расстоянии. Отношения на расстоянии такая штука интересная. Она не для всех подходит. Во-первых, я был сам скептиком. Я не верил, что на расстоянии можно построить какие-то отношения, это во что-то может превратиться. Для меня расстоянием было даже конец города. Вот если к девушке надо на другой конец города ехать, я уже не верил, что я это вывезу. Вот. Потому что я это пробовал делать. Ладно, лето, там, весна, это хорошо, но когда начинается зима, 30-градусный мороз, ты хочешь с ней повидаться, и тебе нужно час ехать на другой конец города, потом куда-то идти, что-то делать, машины нет, ничего нет. А здесь у меня было такое состояние некого отчаяния, что ли, можно сказать. То есть я решил, что я буду идти до конца. И второй момент, который нужно уладить, вот если ты хочешь построить отношения на расстоянии, это физический контакт. То есть ты не дотянешься до человека, ну никак, да? А физического контакта хочется. И вот чтобы у тебя башку насчет этого не сломало, ты не сорвался, не пошел на измену, тебе нужно просто с этим, ну, эту ситуацию принять, как бы, да, то есть дать себе слово. И вот во что бы то ни стало с этим человеком продолжать общаться, развиваться. И вот наше общение было сначала поверхностным, конечно, да, там кто где живет, чем занимается. Ты покушал, не покушал, что ты покушал на ужин, вот это вот. Да, вот это совершенно такие же обычные сообщения, да, как вот с обычной женой там. А потом были темы более глубокие про семью, про отношения, про религию, про какие-то дела в жизни, на взгляды, на ценности, на убеждения и так далее. И вот чем глубже мы друг друга узнавали, обменивались вот этими знаниями, тем больше я понимал, что ага, что-то со мной происходит, я уже думаю о ней 50% моего времени. То есть я думаю не просто утром послать ей сообщение, а что она будет делать, если, а что она не будет делать, если, а как вот мы будем вместе, что мы, ну, где мы будем. То есть вот все такие мысли, то есть я уже мысленно переместился сюда, и мы здесь уже живем. Джин, как ты думаешь, в чем отличие в отношениях для филиппинской девушки встречаться с иностранцем и встречаться с филиппинцем? Есть ли какие-то, может быть, культурные отличия, либо какие-то сложности? Yes, I think there are a lot of differences, especially in terms of culture. We are familiar with Philippine culture, and in terms of dating foreigners, we have to learn about their culture. For example, when I met Alex is the first Russian guy I've met. I had to watch YouTube videos, gather information on what their culture is, or Russian people's culture. I had to learn anyway, but I think most people are similar. I mean, wherever they are from, people have similarities. So, well, dating Filipino is, some guys are soft, some guys are tough. I know that it's also the same in other parts of the world. Absolutely, yeah. So I don't think that in general Filipino are soft or Filipino are tough. It's a mix. Расскажи историю, как ты познакомилась с Алексом? That was 2020. We met online. I've been on that dating site for quite a while now. I mean, when I met someone from that site, I deactivate, and then we build relationship, and then when we break up, I go back to that site again. Maybe because I'm persistent, maybe because I'm stubborn, because I believe that one day the right one will come. What's the name of the site? The question from me, especially. Filipino Cupid. I know that one. You know that. А вот ты уже приехал на Филиппины, вот ты первый раз встретился с Джин. У вас были отношения на расстоянии 2 года. При общении на расстоянии мы много начинаем сами додумывать и начинаем человеку приписывать много каких-то черт, которых мы не видим, которые мы думаем, что у него есть, но на самом деле там при физическом контакте они могут быть другими. Было ли какое-то у тебя, не то что разочарование, а вот просто
представление какое-то другое? Либо вот именно все так, как ты представлял, когда первый раз ты увидел Джин, когда первый раз ты обнял Джин, что ты почувствовал? Когда мы встретились с Джин, да, были небольшие, скажем так, отличия от того, что было онлайн и что было в реальной жизни, но я не ставил себе каких-то завышенных ожиданий относительно ее внешности, относительно ее образования. Я все уже про нее знал. И у меня у самого на жизнь трезвый и очень чистый, непредвзятый взгляд. Поэтому сильно меня что-то не удивило в ней. Единственное, да, конечно, отличие онлайн внешности и в живой внешности это есть. То есть вам, тем, кто хочет, скажем так, познакомиться онлайн с девушкой на Филиппинах и приехать к ней потом, вам нужно, ну, скажем так, больше с ней общаться, в первую очередь, онлайн по видеосвязи, чтобы вы понимали, с кем вы будете иметь делать, потому что это очень важно, если она вам потом физически не понравится, и что с этим делать. Я полностью доволен тем, что у нас есть, какая она есть. Она, я думаю, надеюсь, довольна мной. Вот, поэтому можно сказать, что мы абсолютно счастливая пара. Ты сказал, что вы живете в городе Кабанкалан. Я был там, и мне этот город показался, знаешь, что-то типа город по пути. По пути в Бакалот, по пути в Думагете, там далеко до пляжа, далеко до гор. А почему вы там живете? Джин оттуда или какая-то другая причина? Да, мы живем там, потому что Джин живет там у нее дом, там у нее живет мама и вся семья, все родственники, в принципе. И, скорее всего, мы там же купим дом. Да, ты прав, город такой уездный, то есть можно сказать, что делать там особо нечего, особенно каких-то достопримечательностей нету. До пляжа километров, по-моему, 60, и пляж достаточно скромный. Ну вот я в своих постах где-то показывал тоже. То есть мелкая вода, далеко не чистый песок, и не сказать, что это какой-то курортный такой отель. Ну, есть какие-то резорты более-менее, но это надо искать, и не всем понравится. В силу особенностей города Кабанкалан, как уездного города, ты сказал, там, наверное, очень мало иностранцев. Ты не скучаешь по общению? Там, у тебя есть там друзья, какой-то круг общения именно живой? Либо у тебя все друзья остались в России? Не скучаешь ли ты по живому общению именно вот с соотечественниками? Да, по общению скучаю очень. И вот однажды, когда мы встретили подписчика из России, я вообще думал, что это просто иностранец с молодой филиппинкой. Я начал его снимать, и в один момент сказать решил: «Эй, хай», типа, как бы, мол, поприветствовать такого же парня белого. А он подошел и на русском мне: «Привет, дружище». Вот было круто. Я выключил камеру, я начал с ним общаться, и мне не хотелось ничем заниматься. Я, конечно, скучаю по русской речи, по вот этому пониманию легкому, что не надо прислушиваться, не надо переводить трижды там. Это было очень круто. Но в нашем маленьком городе вообще иностранцев не очень много. Все иностранцы, которые я видел, это в основном белые американцы, старички. Пару каких-то байкеров залетных было. И вот только во время фестиваля я увидел большое количество иностранцев. Я даже начал их считать. И, в общем, остановился на отметке 20 человек. Ты живешь у Джин в доме? Да, сейчас мы живем у нее в доме. Получается, у них дом и 3 нас человек. Почему 3? Мама еще. Скажи, пожалуйста, вот когда ты начал жить вместе с Джин, когда ты начал жить с филиппинкой, какие трудности в быту возникли? Были ли какие-то недопонимания, либо какие-то культурные отличия, которые тебя удивили? Ты сказал, что у тебя были серьезные отношения в России около 5 лет с русской девушкой. В чем отличие в быту, в отношениях с филиппинкой и с русской девушкой? Я не заметил каких-то супер мощных отличий, вот, о которых можно было бы конкретно и долго говорить. Есть какие-то нюансы, когда, например, на языковом барьере ты не можешь чего-то объяснить, или она тебе что-то объясняет, ты не можешь это с первого раза понять. Но вот смотри, наш быт сейчас, он похож на такую обычную деревенскую жизнь. В обычной русской деревне все то же самое. То есть, у нас нету большой ванны, обложенной кафелем, с большой ванной, с горячей водой, с какими-то там душевыми. У нас обычная комната, у нас даже нет, по-моему, каких-то таких бытовых вещей, типа телевизора, там, кого-то утюга, отпаривателя. Вот этих всех вещей у нас нет. Здесь очень простой быт в данном случае у нас. Но мы стремимся его потихонечку развивать. Алекс упомянул, что какое-то время у вас были отношения на расстоянии в течение 2 лет. Скажи, пожалуйста, когда Алекс уже сюда приехал, оправдал ли он твои ожидания? Все ли было так же, как ты себя представляла, когда общалась с ним онлайн? Yes, of course there are differences when we talk online and we talk face to face.
The first time I met him, I was a little shy. I know that we have the same feelings for each other. I think we are both shy, but I asked him if he was shy. He said no. So maybe it was just me. I think the difference is that we were able to communicate better. We were able to communicate easily. The difficult part when we were in long distance relationship is that we have schedule. We talk with schedule. So, but when we were together, we can talk anytime. I can tell him what I feel, what I want to say anytime I want. Когда вы уже начали жить вместе, с какими трудностями в быту ты столкнулась? First, of course, I worry about him being comfortable in my place, being comfortable at home. I worry about what food he should eat, something like that. There are a lot of difficulties, really, but I noticed that when we spend time with each other, I feel so comfortable. Is anything that you was surprised? Yeah, interesting thing that I've learned is that Alex eats dried fish. Dried fish is usually associated with poor life. I mean, I was surprised when he liked the dried fish that I cooked one day, and he liked it because it's easy to eat, it's crunchy, and he enjoys eating it with beer. So I think, oh, yeah, that's something interesting. Maybe you already know some Russian words. Yes, of course. For example. Я люблю тебя. Ну а вот именно в быту с филиппинкой какие-то есть особенности? Может быть, там разная кухня, там разные какие-то культурные особенности, которые ты там не понимаешь, и которые трудно было тебе понять, и тебе нужно было перестроиться под эти культурные особенности. Ничего такого не было? Есть пару моментов, вот, например, касаемо еды, да. Они едят много, и они едят часто. Я ем мало и редко. Соответственно, мне иногда приходится как бы просто составлять компанию, но, честно говоря, вот прием пищи для меня, ну, это обычный момент. Я там покушал и могу полдня на этой еде работать. Они поели, через часик еще раз, через 2 часа они уже что-то новое готовят. И еда все время, да, рис, спагетти, макароны, мясо. Вот если я мясо один раз поем, я уже в этот день не хочу, и на следующий, скорее всего, тоже. А они хоть бы что, это миксуют только так. У тебя вообще какой уровень английского? Как вы с Джин общаетесь? Вы хорошо понимаете друг друга? Английский у меня чисто школьная программа. Ничего специфического я не знаю. Какие-то термины у меня бывают иногда, я не понимаю, уточняю. И я просто прошу ее объяснить на простом бытовом языке. И, конечно, у меня много ошибок в английском. Ну, и она делает огромные усилия, чтобы меня понять. И поэтому я как бы, ну, тоже расположен к тому, чтобы понимать и принимать все, что она мне говорит и объясняет. Вот есть такое правило, но я не буду его менять. Я его просто в чистую принимаю и использую. Например, это касается уважения к семье, да, то есть ты должен пойти на день рождения. Ты можешь отказаться, если бы мы были в России, мы бы сказали, ну, там какой-то родственник, друг, брат, там, не пойду, я не хочу. Вот. А здесь как бы ты должен его прийти, поздравить, хотя бы там пару часиков посидеть. Вот. Таким образом, у нас бывает иногда в месяц, ну, 7 дней в неделю мы можем куда-то приходить, просто сидеть. И вот так вот тратится время. Да, вот. Такие вот моменты есть, которые, ну, не совсем мне, скажем так, по душе. Плюс, конечно, я не понимаю местный язык, а они любят поговорить. И вот они любят поговорить, они сядут и могут до 12 ночи болтать. И что они там, о чем они разговаривают, я не понимаю, но ты не можешь присоединиться. И ты сидишь вот так вот, как пенек, да, и что-то на своей волне какой-то думаешь, там, комаров кормишь. Также я хотел бы сказать, что разницы между девушками-филиппинками и девушками из России или из другой страны на самом деле не так уж и много. Они тоже устают, тоже у них не бывает настроения, они тоже обижаются на какие-то вещи, на обычные вещи. Возможно, ты не уделил ей сегодня внимания, не сказал, что ты ее любишь, не поцеловал. Она может легко на это обидеться. Хотел бы сказать вот нашим зрителям, чтобы они не пребывали в каких-то вот этих зефирных замках, да, из воздушных замках о том, что здесь девушка, филиппинка, она будет прямо, ну, облепит вас, да, и вот не будет отпускать. Иногда у нее настанет тяжелое время, и вы почувствуете настоящий характер филиппинской женщины, и он такой же, как и у обычной русской девушки. То есть мозг тоже выносит? Она может вынести мозг, она может устроить скандал, просто потому что люди же устроены одинаково.
одинаковые типы личности, одинаковые привычки, просто другая локация, немножко по-другому это все происходит, плюс иностранный язык. И бытует мнение, что филиппинки, они очень ревнивые, прям до крайности. Как ты считаешь, это правда или нет? Наверное, в общем, можно так сказать про них, да, они, как и все азиатки, я слышал про японок такое же, про корейских девушек, они могут приревновать к бездействию, к действию неправильному, даже к своему внешнему виду. То есть, если ты очень хорошо выглядишь, тебя будут ревновать по умолчанию. Но меня, Джин, в принципе, ревновала несколько раз, да, было такое. Но из-за того, что у меня работа такая, то есть мы иногда работаем с моделями, с красивыми девушками, я могу им что-то писать по работе, они мне могут чего-то там писать, можем добавлять друг друга в социальных сетях. То есть мне нужно в этом быть в пространстве. Один раз я ей объяснил, в принципе, и все достаточно. Но я ей сказал, что я однолюб, вот если я тебя выбрал, то это на всю жизнь. В принципе, пока что она мне верит. Ну и это так и является правдой. Бытует мнение, что многие филиппинские девушки мечтают построить отношения с иностранцем. Как ты думаешь, почему? Yes, it's true. Having a relationship with foreigners or with a foreigner is also associated to having a better life. That's reality because a lot of people can see success stories. A lot of people can see women got married with a foreigner and had a better life. Another reason why Filipinos like to date with foreigners, it's because they want to explore, they want to learn other people's culture. We saw success stories with Filipina foreign relationship or husband and wife. That's why that is something most women really want, success relationship. Success in terms of being together until the end of their lives. Как твоя семья отреагировала на Алекса? Ты уже познакомила Алекса со своей остальной семьей? И как твоя семья отреагировала на твой выбор? У тебя вообще большая семья или нет? First of all, my family were shocked because they thought I don't have any boyfriends. They thought I will grow old single. They were surprised when one day I introduced Alex. Like before they met Alex, whenever we have family gathering, they always tell me, when are you going to get married, blah, blah, blah. They were so happy to meet Alex. I have a big family, by the way. In my father's side has 10 siblings. I have like 50 cousins. In my mother's side, maybe I have more than 50 cousins as well. Yeah. They also like to talk with Alex because his English is easy. It's easy for them to understand. And they laugh a lot whenever Alex talk to them or tell some local words. So yes, they were warm and happy about it. Саш, скажи, пожалуйста, вот ты уже живешь на Филиппинах какое-то время. А в чем вообще отличие жить в филиппинском обществе и жить в русском обществе? В чем отличие русских и филиппинцев? Как ты думаешь? Простого ответа на этот вопрос нету. Здесь есть такой момент, что все люди одинаковы, да, и здесь тоже можно встретить и добряков, и бандитов различных, и всяких алкашей и так далее. Но здесь есть люди, у которых, скажем так, вот этот переход от доброго отношения к какому-то злому отношению, к каким-то агрессии, он очень длительный. То есть они медленно заводятся, но точно так же дерутся, точно так же выясняют отношения. Вот, например, у нас был случай на студенческой вечеринке. Один парень, знаешь, в бар приходишь, ты сразу видишь, один ко всем пристает, ходит, что-то здоровается, другой как-то там на танцполе себя неадекватно ведут. И вот здесь вот те же самые персонажи. И вот один из таких поставил себе на голову пиво и начал танцевать. Он танцевал, и в какой-то момент опрокинул это пиво на меня. Ну, я как бы так увернулся, на меня не попало особо-то, но он извинился и ушел. Мы через 5 минут поехали домой. Через 10 минут возвращаемся на то же место. Этот же самый парень проделал то же самое с другим филиппинцем, и тот достал нож. То есть через 5 секунд они уже готовы были порезать друг друга. Тут набежала толпа, они разошлись, все. Но вот вам пример один из жизни. И таких инцидентов можно встречать в день по несколько штук. То есть кажется, что все филиппинцы просто божьи одуванчики. На самом деле нет. Они дерутся на дороге из-за каких-то акцидентов или из-за каких-то непоняток. Они точно так же дерутся в барах, бросают друг друга бутылки,
бьют об голову шампанское, не знаю, там пиво и бросаются стульями. Не раз мы тоже уже встречали такие ситуации. То есть простого ответа на этот вопрос нет, поэтому я и говорю. И есть отличия, конечно, но вот главное отличие, если вот я стараюсь выразиться максимально понятно, то есть переход из добряка в такого агрессивное состояние, скажем так, у них более длительный. У нас все такие люди наготове, знаешь, они уже готовы изначально в тебе сомневаться, они уже не доверяют тебе. То здесь вход в отношения, он такой более легкий, более мягкий. Они готовы с тобой пообщаться, но если будут непонятки, конечно, они будут с тобой выяснять отношения, и, возможно, это будет более непредсказуемо, чем в России. Саша, я знаю, что вы уже женаты. Расскажи про вашу свадьбу, как вы женились, как проходила процедура женитьбы на Филиппинке. Расскажи про это, пожалуйста. Да, здесь случай интересный, так как у нас свадьба проходила онлайн в Zoom-конференции. Происходило это следующим образом. Из-за того, что мы не могли встретиться из-за ограничений, из-за закрытия границ, мы решили найти сервис, который бы организовал нам онлайн-свадьбу. Это звучит как бы бредом, но на самом деле такой сервис есть. Я не знаю, работает он сейчас или нет. Об этом сервисе нам рассказал один из блогеров на Филиппинах. Спасибо ему большое. В общем, он рассказал нам про эту онлайн-свадьбу, и эта свадьба проходила в США, в штате Юта. Там есть специальный сайт, это сайт местного правительства. Вот туда нужно было подать заявку о свадьбе, оплатить налоги и в назначенный день выйти в онлайн-конференцию в Zoom. Для этого потребовалось нам 2 свидетеля, документы, все стандартные документы, там, которые нужно при заключении брака, все то же самое, только переведенное на английский язык. Ну и оплатить налоги. Вся процедура 20 минут. Нам прислали потом видео, записи. То есть там были абсолютно все те же ритуалы, клятва, слово вот этого офицера, который, ну там, офис-клерк. Потом свидетели сказали, что мы не против. Ну и все, вся процедура 20 минут. И потом, через 10 дней, нам прислали бумажный сертификат, который уже был напечатан на английском языке. Вот, в принципе, так и прошла наша свадьба. Там были не только русские, филиппинцы, там были все абсолютно из разных стран, потому что много пар было разделено. И это был один из вариантов. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, то есть ты женился на филиппинке, будучи с ней в отношениях на расстоянии, и ты еще ни разу ее в жизни не видел при этом? Да, совершенно верно. То есть так дела и обстояли. Мы не встречались ни разу, общались онлайн и поженились. Почему вы занимаетесь Ютубом? С какой целью ты развиваешь свой YouTube-канал? Ты хочешь зарабатывать на этом, либо это просто твое хобби? Расскажи об этом. Да, у меня были серьезные планы на YouTube-канал. Я планировал с этим каналом зарабатывать деньги. Я планировал делать крутой контент про жизнь на Филиппинах, например, записывать различные интервью с обычными жителями, да? Например, какой-нибудь водитель трака, который возит тростник всю свою жизнь. Было бы интересно погрузиться на несколько дней в его жизнь, посмотреть, как он живет, посмотреть, как он работает, попасть на фабрику переработки сахарного тростника, как происходит процесс. То есть вот такие документальные фильмы я планировал снимать. Конечно, это бы выстрелило и приносило бы доход, но так как ситуация поменялась, то сегодня YouTube это просто одна из площадок, где я публикую контент, и на сегодняшний день я не рассчитываю на то, что YouTube будет давать мне достаточно средств для существования здесь. То есть просто как хобби, как тренировка самого себя, как попытка рассказать что-то необычное зрителю, ну, возможно, тогда будет давать какую-то денежку в будущем. Расскажи мне про свою работу. Кем ты сейчас работаешь? Yeah, currently I work online. My boss is American. Our company has almost 300 employees, and most employees are from the Philippines. I do sales. My goal is to get clients for my company, although most of the time I work at night because it's more comfortable and I can easily communicate with my American coworkers and other co-workers because they are active at night Philippine time and because that's daytime in the US. Скажи, пожалуйста, какие у вас планы на будущее с Алексом? So in the future we plan to have our own house because both of us, Alex and I, work at home. We are both freelancers. So we need to have a better home,
more comfortable home because that will be our workplace. That is also a place for us to build our family. So once we have a house, then we plan to have kids. I hope we will be blessed. Саша, я знаю, что ты переболел денге. Расскажи, пожалуйста, как это было, и я знаю, ты лежал в больнице, и как проходило твое лечение, и сколько вообще на это ушло денег? Да, я болел денге, причем я понимал, что однажды придет день, когда я заболею этой ерундой, но я не думал, что это случится так быстро, через месяц после того, как я сюда приеду. Сразу хочу сказать, что денге переносится 3 вариантами. То есть можно в легкой форме переболеть, практически не почувствовать никаких симптомов и изменений в жизни и в состоянии. Есть средний вариант, когда ты болеешь, как будто бы у тебя хороший такой грипп, когда поднимается температура, полная такая слабость, апатия и даже ощущение, что как будто бы ты умираешь, я не знаю, вот такое вот ощущение. И тяжелая версия, когда уже возможен риск смерти. Вот. Я болел, получается, средним вариантом. То есть симптомы были следующие. Сначала у тебя дикая слабость, апатия, потом поднимается температура, параллельно с этим возникает рвота, полное отсутствие понимания, где ты и как ты. То есть ты в какой-то таком тумане пребываешь. Вот. Конечно же, сразу же лежишь, ничего тебе не хочется, ни есть, ни пить, хотя пить надо как раз-таки как можно больше. И это, в принципе, одно из лечений. Потреблять как можно больше жидкости и стараться, конечно, обращаться в больницу. Почему лучше обращаться в больницу, а не лежать дома? Потому что вы не знаете свой организм на 100%. Возможно, в вас есть какая-то уже хроническая болячка, которая даст сильное обострение. И это обострение приведет, например, к какому-нибудь внутреннему кровотечению. И вот уже в этом случае вы дома ничем не сможете себе помочь. А в этом случае нужно обращаться к врачу, но может быть поздно. Я не стал рисковать, я сразу понял, что это денге, потому что читал об этом много. И когда мы приехали в больницу, мы сначала оплатили, и только потом меня начали лечить. Конечно, тебе никакую оперативную помощь, во-первых, с денге не могут сделать, потому что нету никакого лечения, да. То есть тебе могут просто сбивать температуру и поставить капельницу. Но это уже лечебная услуга, ты уже должен за нее заплатить. Потом тебе выставляют билд за каждый день. И вот сколько ты дней болел, они те же самые процедуры тебе делают. Все, что они делают, это берут кровь, анализируют там состав какой-то, смотрят показатели, да, ставят капельницу и что еще? Замеряют давление, смотрят, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты был в сознании, в адеквате. Несколько раз в день. Там кормежка, понятно, какая-то простая, рис, мясо. Причем дают такие большие порции, но еда не заходит вообще от слова совсем. Сколько в итоге ты провел в больнице и сколько ты заплатил за лечение? Я уже, честно говоря, забыл, сколько мы точно дней лежали, но это было больше недели. Где-то в районе 8 дней, по-моему. 8-9 дней. 9 дней в больнице, условно так говоря, с момента первого обращения. И где-то дней 5 после выписки я чувствовал себя, плоховато. Уже после 2 недель вернулась активность, вернулась энергия, вернулось хорошее настроение, хочется есть, хочется двигаться, хочется жить. Вот такая вот история. По деньгам, получилось 80 тысяч песо, это если округленно. Из них 30 тысяч песо покрыла страховка. То есть в нашей страховке было заложено, что на денге они оплачивают 30 тысяч песо. Можно найти более дорогую страховку, где есть 50 тысяч и, по-моему, 100. Соответственно, она стоит дороже. Но у нас была вот такая. Расскажи про страховку. Что это за страховка? Это филиппинская страховка, либо ты делал в России страховку? Да, это филиппинская страховка, местная, но она работает в каждом городе, даже в маленьком нашем городе она есть. Я название не помню, но если интересно, я отправлю название в комментариях. Это частная компания, обычная страховая частная компания, но достаточно популярная здесь. Если вы у филиппинцев спросите, они подтвердят. А сколько стоит страховка, если не секрет? Мы платим за двоих 350 песо, по-моему, в месяц. А в целом, скажи, пожалуйста, твоя жизнь складывается так, как ты планировал, либо ты хочешь что-то изменить? На данный момент жизнь складывается не так, как я планировал. Во-первых, потому что ситуация в мире очень быстро меняется. И горизонт планирования,
он буквально месяц-два. То есть ты можешь планировать что-то на полгода, но через 3 месяца все кардинально может поменяться. Поэтому, конечно, это немного выбивает из колеи, из потока, и все время требуется какая-то корректировка планов, маневрирование. И вот это, конечно, немножко раздражает. Ну а в целом я полностью доволен тем, что сейчас происходит, как у нас развиваются отношения, к чему мы идем. Мы планируем ребенка, мы планируем дом, мы планируем какой-то бизнес. И все эти цели возможны, и именно поэтому наш канал называется «Возможно все», и это вообще наш девиз по жизни. Мы не унываем, но мы и не болеем таким, знаете, абсолютным позитивом. То есть мы рассуждаем, смотрим на возможности, планируем, ну и действуем. Саш, спасибо тебе большое за откровенность, спасибо за интервью тебе и Джин. Ссылочку на YouTube-канал, который ведут ребята, он называется «Возможно все», я оставлю в описании к ролику.